Доброе утро. Чем я могу вам помочь? Мы хотим поговорить с бароном. Сожалею. Вы уверены, что именно сегодня? Барон по понедельникам всегда занимается гольфом. Вторники и четверги для стрельбы. Среды для ловли рыбы. А половина пятницы для трик-трака. Очень плотный график. А в какое время прием? В его распоряжении яхта в пятницу утром между 11 и 11:15 для деловых встреч. Хорошо, а можно сегодня? Вы могли бы нас пропустить? Извините, установившаяся практика барона весьма точна. Вы извините меня? Это займет ее не более чем на 10 минут. Хорошо, подождите здесь на всякий случай. Я найду офис барона, и будет видно, смогу ли я что-нибудь сделать. У меня есть идея получше. Вы подождите здесь, а я поищу вокруг. Никуда вы не пойдете. Вспомните, что было в последний раз. Орел или решка? Решка. Орел, вы проиграли. Давай 2 из 3. Все равно не выиграешь. Прекрасно, но если барон вычислит, что вы были в его офисе, миссия будет провалена. Я знаю. Помните то, что я сказал. Ну что? Вы доверяете мне? Нет. Теперь давайте разберемся, не так ли? Хорошо. Возможно, мы сможем перенести встречу на более удобное время? Конечно. Как в пятницу в 11 утра? Прекрасно. Я хочу осмотреться. Хорошая идея, но теперь моя очередь. Орел или решка? Ух, вы опять? Орел или решка? Я пойду, вы остаетесь, не спорьте. Не надо так, Том. Орел или решка? Орел. Решка. Вы проиграли. Опять. Я здесь главный, я отдаю распоряжение, а вы выполняете. Хорошо. Теперь, когда мы решили, кто идет, какие будут ваши распоряжения, сэр? Хорошо. Я помогу вам добраться, но лучше вы были поосторожнее. Если вас увидят, то ликвидируйте их прежде, чем они поднимут тревогу. И помните о камерах безопасности.
Не волнуйтесь. Сфотографируйте или соберите сведения, которые сможете. Файлы, корреспонденцию, досье, ну и все остальное. Да-да, сэр. Дайте мне несколько секунд. Вам плохо? Все в порядке. Что не так? Моя любимая теща в городе в эти выходные. Вы недолюбливаете ее? Она ненавидит меня. Фактически это взаимно. Ветер. О, боже мой. Я боюсь того, что собираюсь сделать. Я думаю, что ваша жена раскроется. Но я уже думал об этом. Это создаст некоторое напряжение. Вы понимаете? И каков ваш план? Жизнь состоит из уроков. Я должен как-то научиться выносить тещу, чтобы не убить ее. Привет, что у вас? Сержант Магнус Армстронг. Хорошо, хорошо. Это был Армстронг, я уверена. Превосходная работа, Арчер. Что вы хотите, чтобы мы теперь сделали? Попробуйте взять интервью у барона. Вы должны знать, причастен ли он. Вы думаете, что организация могла обойти его стороной? Я надеюсь, что вы и Гудман сможете ответить на этот вопрос. Да, сэр. Давайте, идите. Решка! Орел. Черт! Да не дуйтесь. Ваши глаза становятся маленькими и свиными, когда вы нервничаете. Как вы планируете войти? С помощью обаяния? Хорошо, я надеюсь, что вы принесли секретный порошок обаяния, иначе будут неприятности. У меня лучшее оружие. Какое? Вы смотрели на него весь день. Да? Как вам понравится чуть-чуть увеличить размер ваших ног? Добрый день, меня зовут Мия Хайек, я из журнала «Влияние». Влияние? И что, спрашивается, вы делаете здесь? Здесь живет барон Арчибальд Думас. Да. Барон, кажется, человек влиятельный. Это зависит от того, как вы определяете влияние. Он президент Думас Энтерпрайзес. Да. Он богат?
точно. О, да. Он смелый. Он любезен. Я хотела бы взять интервью у барона о будущем Думас Enterprises. Наши читатели любят истории про бизнесменов, здравомыслящих людей, принимающих общественные вызовы. Каждый месяц мы описываем человека, чей образ жизни и положение иллюстрирует совершенство. И вы желаете включить его в этот, ряд? Да, идея состоит в том, чтобы проникнуть через миф и узнать человека, его прошлое, его амбиции, его достижения. Я понимаю. Он образцовый аристократ. Да? Да уж. Конечно. Вы извините меня, мисс Хай. Я обсужу ваш запрос с его сиятельством и вернусь с ответом. Спасибо. Пожалуйста, ждите здесь. Очень хорошо. Его сиятельство согласился встретиться с вами. Превосходно. Это должно быть забавно. Что-что? Следуйте за мной, пожалуйста. Мисс Хайк, сэр. Хорошо, пригласите ее. Ты пока давай интервью, а мне надо пройтись по магазинам. Да-да, бурундучок. Не называй меня так. Как пожелаешь, любовь моя. Пип-пип. Он пообъемнее, чем я думала. Да, она состоит из обаяния и интеллекта. Если вам повезет, он расскажет вам о приключениях на сафари. Добрый день, барон. Хотите выпить? Нет, спасибо. Для меня немного рановато. Хорошо, я последую вашему примеру. Я надеюсь, вы меня простите, но вы производите впечатление изнасилованной женщины. Это очень любезно с вашей стороны. Я думаю, ваша жена избалована вашим обаянием. Она удачливая старая ворона. Я познакомлю вас. Итак, Джейлс сообщил мне, что вы хотите написать обо мне очерк в вашем журнале. Люди влияния, по-моему. Да, в каждом выпуске мы описываем совершенного человека, того, чей образ жизни и достижения могут вдохновить наших читателей. Очень хорошо. Вы пришли по адресу. И я подумал, сэр, что мне, наверное, лучше остаться в случае, если молодой леди что-нибудь понадобится. Хорошая идея, Пип-Пип. Да, сэр, вы были правы. Может быть, госпоже Хайк что-нибудь понадобится? Спасибо, барон. Вы не возражаете, если я буду записывать ваше интервью? Хотя мне приятнее общаться непосредственно с вами, чем со своим блокнотом. С чего начнем? Требуется здравый смысл, индивидуализм, чтобы в бизнесе идти тем путем, на котором вы находитесь. У вас есть свои секреты? Да, есть основные принципы делового успеха. Как только вы их получите, остальное уже легко. Что является наиболее героическим, что когда-либо вы делали на сафари? Роскошный вопрос. Хорошо. Я однажды боролся со львом на земле и удавил его голыми руками. Дорогой лорд, вы такой храбрец. Да, это правда. Никто не забывает о страхе, но некоторые просто действуют. Это удивительно. Да, в общем, происхождение дает о себе знать. Я уверена, что наши читатели хотели бы знать, какую винтовку на охоте вы предпочитаете. Да, все зависит от животного, на которое я охочусь. На тигра мне нравится брать легендарную Маттерхорн модель 4. Это специальная модель. Это винтовка 22-го калибра? Кажется, слабовато для тигра. Да, но я смакую вызов. Как вы бесстрашны! Вы должны быть настоящим стрелком, чтобы убить тигра единственным патроном 22-го калибра.
Да, и тогда требуется еще несколько патронов. Однако даже 3 патрона мало. Обычно 17 или 18. В самом деле? Вы могли бы использовать больше калибр, чтобы показаться добрее. Да, но иметь со всем этим дело противно. Я понимаю. Я заметила вашу прекрасную коллекцию. Кого из художников предпочитаете? О, я люблю их всех. Но все же есть какой-то, который нравится больше других. Конечно, Клипштейн. Я не знакома с его работами. Он не очень известен, но я уверен, что вам понравилось бы его творчество. Какой у него стиль? Простите? Импрессионист? Сюрреалист? Конструктивист? Всего понемножку, он весьма универсален. У вас есть его работы? Да, но сейчас они на реставрации. Реставрация? Да, эти старые картины быстро становятся очень пыльными. Есть ли какая-нибудь вещь, способная испугать такого охотника, как вы? Если честно, нет. На самом деле? Вообще ничего? Ничего не приходит в голову. Даже многоножки? Тьфу, ужасные вещи. Да, возможно, многоножки. Лично я боюсь крыс. О да, эти злые глаза и острые зубы. Ужасные животные. И пауков. Даже не упоминайте их. Как вы стали таким храбрым? Родился таким. Вы были во многих экзотических местах по всему земному шару. Есть ли место, которое посоветуете для охоты? Конечно. Позвольте догадаться. Кения? Нет, я не имел в виду Китай. Но Кения в Африке? Я думал, что вы говорите о той, что в Китае. Хорошо, тогда как насчет Бенгалии? Не люблю холодную погоду. Родезия? О, небеса! Мадагаскар? Не в этой жизни. Тогда где же? Я люблю Бристоль. Куропатки? Пандасы, гигантские пандасы. Бристоль, Англия? Да, Я не знала, что в Бристоле водятся пандасы. их завезли. Я понимаю. Как идут дела по управлению Dumas Enterprises, фирмой вашего отца? Не знаю, как руководил отец, но я люблю управлять строго по книге. Книги? Да, знаете, проводить в жизнь политику. Но какую политику? Я боюсь, что это секретная информация. Давайте дальше. Какой исторической личностью вы больше всего восхищаетесь? Я Вульфом. Я имела в виду невымышленных персонажей. Я и говорю о настоящем Беовульфе, а не о вымышленном. Вы имеете в виду того, кто убил Грендел и его мать? Правильно. Он вымышленный персонаж. Да, я знаю это, но был и настоящий. Беовульф, который сражался с драконом? Точно. Но ведь драконы не существуют. Благодаря Беовульфу. Драконов никогда не было. Если вы, конечно, не считаете таковыми динозавров. Вы уверены? Да. Я вижу. Это все вопросы, которые я хотела задать вам. Должна признаться, думаю, что это будет самый популярный номер журнала «Влияние». Вы так думаете? Несомненно. Редко природа объединяет так много превосходных качеств в одном человеке. Наши читатели будут очарованы и даже будут немного завидовать. Едва ли можно обвинять их в этом. А чего я не понимаю, как такой занятый человек находит время быть деловым магнатом, любящим мужем, смелым охотником, проницательным философом, юмористом? Разве вы не устаете? Нужно уметь распределять свои силы. Например,
временно доверить управление компанией кому-то другому. Я могу просто консультировать и одновременно держать компанию. Как изобретательно! У меня есть свои секреты. Но разве это не ужасный риск перепоручить управление другому? Фактически, в этом нет ничего опасного. Неужели? Чем меньше человек знает о бизнесе, тем меньше он может сотворить глупостей. Я принимаю все важные решения. Остальное всего лишь документы. Однако вы бы не хотели, чтобы эти документы попали в руки ваших конкурентов? У нас есть очень большой сейф. Сейф можно взломать. Это бесполезно. Почему нет? Я боюсь, что не вправе обсуждать такие вопросы. Даже с такой очаровательной молодой леди. Спасибо за уделенное мне время, барон Думас. Я счастлив вам услужить. Никогда не поворачивайтесь спиной к достойным людям. Я всегда так говорю. Достойный ответ. Возможно ли, что он врал? Я не думаю, сэр. Он просто ненормальный. Я слышал запись и согласен с вами. Ясно, что Думас International Enterprises так или иначе связано с Харм. Барон говорил, что он не управляет компанией. Кто же тогда вице-президент? Его имя Дамаскус Валентин. ДВ. Что? Его инициалы. Дамаскус Валентин. Дмитрий Волков. Совпадение? Довольно незначительное. Но тем не менее интригующе. В любом случае мы должны узнать, что находится в сейфе барона. Это будет нелегко, но возможно это ключ к разгадке. Я готова к новому заданию, сэр. Отлично, господин Смит. Что выяснила разведка об этом здании? Это настоящая крепость. Мало того, что существует большой и хорошо обученный штат охранников, но они также вложили огромные деньги в техническое оборудование, камеры, инфракрасные сигнальные системы и все такое. У них есть что прятать. Точно. И каков план? Кто заберется внутрь? Вы. Что? Почему она? Это слишком опасно для женщины. О, не начинайте снова. Перед тем, как присоединиться к Юрити, агент Арчер была экспертом по части тайного проникновения. Разрушению и проникновению, можно сказать. В данном случае нам необходима осторожность и хитрость. Да-да, я знаю, хитрость не моя специальность. Я все еще думаю, что это слишком опасно для нее одной. Вы будете помогать ей. Это мне нравится. Так как же я попаду внутрь? Через первый этаж самоубийства. Даже для такого эксперта, как госпожа Арчер. Единственный путь через крышу. Что вы имеете в виду? Прыжок с парашютом? К счастью, нет. Думас Enterprises строит второй небоскреб прямо рядом с главным зданием. Если вы сможете пробраться на вершину нового здания, то по подъемному крану попадете на крышу старого. Это возможно? У вас будет подъемник с тросом. Я понимаю. Как только вы окажетесь внутри здания, то должны будете попасть в кабинет президента и найти сейф. Сфотографируйте все, что может быть полезно. Оставьте все на своих местах. Чем меньше они знают о нашей миссии, тем лучше. Да, сэр. Мне скучно. У меня нет никаких развлечений. Мне нечего делать. Дайте мне сигнал, когда будете на позиции. Я устрою здесь небольшую кутерьму. Диверсия отвлечет их. Какой сигнал? Я не знаю. Что-нибудь, что привлечет мое внимание. Берегите себя.
Не волнуйтесь, только доберитесь до этого сейфа как можно быстрее. Дай бог, чтобы они ничего не заподозрили. lads and Lord, the sweetest song of you. What I haven't you, what I would use, so glad that you're saving a clue. Lads and Lord, the sweetest song of you. Well, there with their heart, Lord, and nothing left you. And love is just a plan, and I'll upset you.